Всех приветствую! Продолжаем вторую часть, практическую, вязания нашего фантазийного стилизованного цветка. Мы начинаем с сердцевинки, колечко, вяжем по схеме 15 воздушных петель. Крючок 0,5, нитка канарис. Стартовая петля. Сильно ее не затягивайте, хотя канарис такой пластичный, в него можно потом в эту петлю ввязаться легко. Продолжаем вязать также качественно, не рыхло, туго. Ну, вот, допустим, на просвет я вижу вот, воздушные петли, они такие вот более рыхлые. Сейчас я контроль сделаю просто обычным своим глазомером. Да, слабовато вяжу на камеру, сейчас я это дело перевязываю. Ну, буквально несколько петель прошла, проверила, потому что сбиваюсь, например, с ритма с основного или что-то другое вязала, и себя перепроверяю на натяжение нити. Перевязываю, делаю 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Свет практически не видно. Вот одна у нас сбивочка пошла, но я себе ее прощаю. Вы также себе можете простить, потому что мы их будем обвязывать. В чем смысл одинакового вязания воздушных петель? Так как центральное кольцо у вас будет везде одинаково во всех мотивах, если вы слабее начнете вязать воздушные петли, то кольцо у вас будет другого размера. Вот, старайтесь все петли вязать одинаково. Так, сейчас я ввязываюсь в стартовую петлю, вот которую я закручивала, говорила, что пластичная нитка и легко ввязаться. Вот я это сделала. Все, соединительным столбиком. Ниточку эту я укладываю на цепочку и обвязываю 30 столбиков без накида. Именно таким же натяжением. Не забываем обвивать вокруг мизинчика. Если не вокруг мизинчика, то своим способом натяжения усиливайте. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Хочу вас предупредить. Ну, видите, вот у меня сбивка пошла. Сейчас я ее перевяжу без камеры. Вяжите сразу туго. Тут сложно подтянуть, потому что цепочка она цепляет за петли столбика без накида, и вы не сможете подтянуть столбики. Сразу туго вяжите, близко друг к другу, потому что 30 столбиков без накида вам нужно уложить вот на это кольцо. 15 петель, 30 столбиков. Перевязываю без камеры, чтобы показать вам качество вязания. Основные критерии я вам обозначила. Кольцо связано, и смотрите, вот я брала ниточку, которую оставляла, укладывала ее на все кольцо при обвязывании. Возьмите изначально ее подлиннее, чтобы у вас не прерывалась эта нитка где-нибудь на середине кольца, на середине, и не было вот прям ступеньки здесь, потому что иногда это слишком заметно. И вот сейчас ее можно
эту ниточку спокойно обрезать в натяг. Берем круглогубцы, чуть-чуть подтягиваем, такие, резачок, и в натяг обрезаю. Поправляем колечко наше, вот где было натяжение. Так, здесь я цепанула крючком нитку, видите, разлохматилась, но и немножечко вот так вот выгладила. И сейчас буду делать второй ряд столбиков без накида за заднюю полупетлю. Полупетли вы уже знаете, вот она петля сверху, как на столбике, и к нам ближе это передняя полупетля. Дальше от нас это задняя полупетля. Сейчас я за заднюю полупетлю буду вязать столбики без накида, чтобы у нас на лицевой стороне была такая строчка-дорожка. Делаю столбик, вернее воздушную петлю для поднятия и аккуратно ввязываюсь. Не прибавляя, достаточно нам петель и столбиков на кольце, стягивать не будет, все будет аккуратненько. Дополнительный ряд мы делаем для того, чтобы лепестки лежали выразительно. И вяжем до конца ряда, соединяя соединительным столбиком в петлю поднятия. На последнем столбике хочу вам показать соединение. Вот здесь я уже соединилась, подцепила, подхватила эту петельку, распустила, чтобы вам показать. Ну, вот так вот смотрится кольцо. Достаточно ровно, аккуратно, хотя можно еще придраться. Вот я придираюсь, там вот здесь вот они лучики нити столбика без накида лежат не так, как по критерию, который я задаю для всех. Соединяемся. Ну вот я уже сделала себе замечание, и у меня начала играть совесть, чтобы я перевязала. Ну, я показываю технические моменты и показываю на шероховатости и недостатки, которые вы у себя исправляете. Я пока вам показываю дальнейший путь. Итак, соединяемся в соединительную. Не вытягивайте вот эту петлю так сильно яро, прям рьяно. Не вытягивайте. Она у вас сейчас затянется в невидимую. Вот мы берем, захватываем нитку и провязываем. И наша задача, видите, прогибается как крючок. Вот в этот момент очень аккуратно берегите свои крючки. В этот момент прям можно так вот достать ниточку, петлю сделать более длинную и подтянуть, чтобы у нас было почти ровное соединение. Да, вот видите, это уже вот петельки от самого столбика. Нам важно все. Если говорить уже о качестве вязания, если мы и заявляем о нем, то мы его и соблюдаем. Все, продолжаем теперь вязать. Мы сейчас переходим на лепестки. 10 воздушных петель. 1, 2. Эти петли можно вязать не так туго, как мы готовили для кольца. Почему? Поясняю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Смотрите, видите, порыхлее, намного порыхлее. Мы сейчас ввязываемся, вот не не в первую, так вот она, вот в эту ввязываемся. И у нас будет 9
накидов на нашем крючке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так. 9. И вот первый, вот видите, она здесь у нас эта петля предыдущего ряда, делаем 10-ю. Теперь мы их все петли провязываем. Фиксируем в следующую петлю предыдущего ряда и в полупетлю, можно в петлю, не принципиально. Как вам вот здесь удобно, или соединительным столбиком, или столбиком без накида. Я соединительным, чтобы не было наслоения. И берем крайний уголочек столбика без накида, его подхватываем, вот прям подхватываем и ввязываемся в 3-ю полупетлю предыдущего ряда. А здесь уже можно зафиксировать столбиком без накида или также соединительным. И вот мы по всему ряду, ну по предыдущему, по 3 петлям прошлись ровно, плотно лепесточком. Прям аккуратненько. Нам нужно таких лепесточков на этом кольце сделать 7. Ввязываемся еще раз столбиком в следующую уже петлю без накида и от него поднимаемся 10 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот. Давайте сравним. Вот так. Продолжаем. Так, значит, эту пропускаем. Вот следующую. Набираем петли. 9 на цепочке, 10-ю с предыдущего ряда. Вяжу медленно, потому что на камеру. Без бурдона вязать намного быстрее. Но есть нюансы, где мы немножко останавливаемся для качества. С предыдущего ряда захватываю еще одну петлю. Протягиваю насквозь. Соединяюсь с следующей полупетлей предыдущего ряда соединительным столбиком. Надеюсь, все видно. Очень надеюсь. Такая ювелирная немножко работа. Все провязалось. Теперь разворачиваю лицо, чтобы удобно было ввязаться в краешек лепестка. Вот краешек лепестка — это крайний столбик без накида. Чуть-чуть, видите, подтянула. Вот он растянулся, да? Я натяжением раз подтянула. Раз, два, три, да? И в 3-ю петлю можно соединительным, а можно столбиком без накида. Ну, вот соединительным, видите, как ровненько прошло. А столбик без накида дает
Да, и вот сейчас покажу. Вот такой бугорок. Если хотите вот такие вот рельефные бугорки, вот видите, тут вот без бугорков, потому что я соединительным делала, а вот здесь бугорки на цветочки. Видите, такие. Можете делать. Можно через одну. То есть, смотрите на свое усмотрение. И сейчас здесь в 4-ю провязываем столбик без накида. Теперь цепочка из 10 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, продолжаем вязать лепесточки. Вот, я провязала, и у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 лепестков. Смотрите. Итак, сравнительная характеристика. Посмотрите, 7 лепесточков у меня уместилось, потому что я не делала дополнительный столбик без накида между лепестками. 6 лепестков — это когда дополнительный столбик без накида для поднятия воздушной цепочки для формирования лепестка. Ничем не портит визуальный взгляд, но дает свободу. Здесь более такой свободный цветок, а здесь поплотнее. В этих цветочках тоже плотность. И уже так 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 лепестков нам для того, чтобы связать второй ряд. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 лепестков. Ну вот смотрите, и если говорить о сравнении, да, визуально плотность и более свободный цветок, и не так, 6 и 7, да, разница вроде бы не сильно видна, но для композиции это будет играть легкостью для взгляда. То есть вы можете регулировать схему самостоятельно вот в этом плане. То есть если будет больше лепестков, ну больше. Если меньше, это тоже ничего страшного. То есть отходить от схемы, от основной не принципиально. То есть мы вяжем, не привязываясь вот к какой-то там строгости. Мы можем балансировать свою вариативность, креативность так, как вам ближе по душе. Расправляю лепесточки, вот смотрю, как они красиво уложены, такой, знаете, ровненько. И продолжаю дальше вывязывать листик. Так. Для того, чтобы листик вывязать, нам нужно пройти на серединку вот этой площадочки. Делаем соединительные столбики, вяжем 1, 2 и достаточно. Вот. И поднимаемся по схеме 15 воздушных петель. 2, 3, 4. Тоже не делаем туго. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Сейчас мы вывязываем центральную часть по схеме. Это столбики с накидом. Идем по воздушной цепочке. И как мы их делаем? Отступаем 1, 2, 3, 4, ну, давайте 5. И в 5-ю ввязываем полустолбик. Полустолбик. Почему полустолбик? Потому что если будет столбик с накидом, это у нас будет резкое поднятие.
расслоилась ниточка, я ее перевязываю. Так, сразу провязываем, это полустолбик. Так, и через одну воздушную петлю, вот одну воздушную петлю, также мы здесь пропускаем, уже вяжем столбики с накидом. До конца ряда провязываем эту схему. Так, вот. Сколько вы здесь их провяжете, тоже не принципиально. Хотите листик длиннее сделать, выходите, например, на 20 воздушных петель или на 17. Теперь обратите внимание, у нас такой заостренный получается лепесточек в этой части. Вот видите, на просвет. Так лучше видно. Вот заостренный. Плавное закругление. И такой вот визуализация образа цветка, пока мы его вяжем с лепесточком, у нас происходит образное формирование в голове. Так, пропускаем один сюда. Вот здесь вот уже можно полустолбик. Так, внимательно смотрю. Полустолбик крайний делаем и ввязываемся почти в основание соединительным столбиком. Связали. Теперь у нас идет обвязка. Обвязку мы делаем по лицевой стороне. Можно по изнаночной, вот как бы развернуться и обвязать вот крайнюю часть, край нашего ряда. Обвязываем столбиками без накида. По схеме над воздушной петлей один столбик без накида, над столбиком с накидом и полустолбиком один столбик без накида. Так, тут плотно связано, поэтому я сейчас стараюсь ввязаться над полустолбиком. Вот, получилось. Дальше идем столбик без накида над воздушной петлей, над столбиком с накидом 1 и дальше вяжем. Вот такую обвязку делаем. Вот смотрите, если мы прибавим над воздушной петлей 2 столбика, и я сейчас вариативную исключаю, то мы расширим вот это пространство и сделаем таким пузатеньким лепесток. У нас он будет, объем возьмет за счет других рядов, поэтому мы не добавляем дополнительный столбик без накида, а вяжем ровно по ряду, по предыдущему. Хочу вам в любом случае показать эту обвязку, потому что сейчас на вершине мы добавим дополнительные столбики без накида для того, чтобы закруглить. И вот смотрите, 1, 2, делаю пико, 1, 2, 3, пико для того, чтобы заострить вершину листика. Дальше 2 столбика без накида в этой же части мотива и уже пошли по схеме
предыдущего обвязывания. Столбики без накида над воздушной петлей и над столбиком с накидом. Завершаем соединительной петлей, соединительным столбиком. Провязала, все соединила. Сейчас мы будем делать рельефные ряды листочка за заднюю полупетлю. Разворачиваемся без поднятия. Вот она у нас ниточка. Мы ее заводим аккуратно в удобное положение и за заднюю полупетлю начинаем вязать без поднятия, без столбики, без накида. Вяжем и завершаем этот ряд. На уровне, так, какой? 1, 2, второго столбика с накидом. Посмотрите, как рыхло провязала. Это называется вяжу на камеру. А вот это вязание не на камеру. Вот это положение рук было удобное. Здесь я вот их держу на весу, но показываю вам вот как рыхлость вот это неряшливо смотрится. Мне не нравится. А у вас вот таких вот неряшливых петель не должно быть. Ну, неряшливо. Не хочу, чтобы вы это делали. Я акцентирую на этом внимание. Так, продолжаем ряд. Сейчас вяжем туго. Поглядываем на наши столбики с накидом. Так, где потеряла? Вот. Вот там. Вот она петля. И сейчас делаем вот эти вот завиточки декоративные. 4, 5. 5 завиточков. 5 воздушных петель для завиточка. И по нему воздушным петелькам вяжем столбики без накида по этому ряду. И они сами под своим весом скручиваются. Так. Угу. Вот довязала, разворачиваюсь и продолжаю по этому ряду вязать столбики без накида. За заднюю полупетлю. Вот я выхожу к пико. Этот у нас завиточек сохранился на лицевой стороне. Так, и я сейчас от пико прям внутрь ввязываюсь столбиком без накида для фиксации вершины. Поднимаюсь 1, 2, 3 на 3 воздушные петли. Можно на 3, можно на 5 для увеличения боковой части нашего листочка. Ну, одновременно и для декора. 4, 5 и ввязываюсь столбиками без накида на поворотном ряду. Спускаюсь по воздушным петлям.
провязываю. Нахожу заднюю полупетлю. И провязываю ряд к основанию листочка. Смотрите внимательно, у нас завиточки такие декоративные получились. Сейчас я на свет покажу. Спускаемся к основанию листочка. Соединительной петлей соединяюсь в основание и не добавляю дополнительного столбика без накида в основание, но уже хочу вот сюда ввязаться, но пока не ввязываюсь. Сейчас еще пару рядов пройдем для того, чтобы сформировать вот такие вот завитки на уменьшение. И тогда мы вяжемся в эти петли предыдущего ряда. Так, разворачиваемся без поднятия, ниточку запускаем на обратную сторону, подтягиваем ее без поднятия. И сейчас мы уже формируем за заднюю полупетлю ряд столбиков без накида. Он такой рельефный получается, это всем известный. Вяжем аккуратненько, также туго, без игры и пляски петель. Верхнего ряда. И теперь смотрим, где мы остановимся с нашим завитком. Ну вот он где-то тут в середине, можно повыше подняться. Повыше. Так, смотрим. Можно пониже, можно повыше. Смотрите по вашему расположению и желанию. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь возвращаемся вниз столбиками без накида по цепочке из воздушных петель. Вот я постоянно прихватываю, придерживаю эти детали, декор этот. Он у меня не висит на воздухе, он постоянно задержан, потому что так не вытягиваются петли и так фиксируется очень хорошо ровность мотива. Теперь вниз идем по ряду за заднюю полупетлю. В завершение ряда я ввязалась соединительным столбиком в ту же петлю начального ряда. Вспомните, у нас, когда мы вязали наши завитки, мы вот в этой части также делали. Ввязывались сюда, ввязывались, для того, чтобы был поворот такой листочка. Сейчас мы подтягиваем так вот предыдущий петельку предыдущую и опять ввязываемся в заднюю полупетлю без поднятия. Завершила я ряд соединением также в эту же петлю.
И дальше мы продолжим уже вязать лепестки арочки. Из арочек вот такая сеточка, будут лепесточки. А листочек дополнительно, вот еще один, он такой внахлёст, он вяжется в завершении. Вот завершили мы арочки, и он дальше сюда вот вывязывается последним.